Всем привет! Я вот решил показать, как я точу нож в домашних условиях. Это реально очень просто и легко. Я точу нож просто на обыкновенном брусочке. Вот таким. Он стоит копейки. У меня брусочка зернистость 120, и мне достаточно спокойно можно заточить любой нож. Чтобы наш брусочек не ложить прямо на столешницу или на стол, потому что есть возможность, что он может двигаться туда-сюда, когда мы точим нож, и будет царапать нашу столешницу или стол. Всегда подстилаю под низ полотенце или какую-нибудь тряпку. Я использую вот такую деревяшку. В нее я вбивший 4 гвоздика под свой брусочек. Брусочек просто ложу, так сказать, в наше приспособление, деревянную подставочку. И вот так это все выглядит. И точу. Ножи бывают разные, из разной стали сделанные. То вот зависит вся и заточка. Если сталь мягкая, точить легче, но чаще будешь точить этот нож. Если сталь получше, покачественней, она является твердой сталью. Уже точить чуть-чуть тяжелее, но зато реже, не так часто. Перед тем, как точить, надо посмотреть на наше лезвие. Если смотреть нашим лезвием, центром кромки на свет, то она не должна блестеть. Если есть места, где блестит, допустим, вот здесь блестит 100%, значит он уже затупившийся. Если лезвие наше острое, он блестеть никогда не будет. Каждый нож имеет подвод с двух сторон. У каждого ножа разной ширины этот подвод. Это то место, по которому надо именно и точить по бруску. Вот. Этот угол. Это является подвод. У ножей обычно угол бывает от 30 до 40 градусов. Если напополам разделить с двух сторон его, то получается с одной стороны 15 или 20 и со второй 15 или 20. Если приблизительно под таким углом точить, то нож будет острый, как бритва можно даже наточить. Значит, как я точу? Беру брусочек и смачиваю его. Брусочек смочил и ложу в нашу подставочку. Я брусочек мочу в воду для того, чтобы, когда точишь, абразив, когда стачивается, не сыпался бы и не раздувался, не разбрасывался по всему столу. Вода его удерживает и сталкивает на края. Когда брусочек мокрый, больше металл притягивается к нашему брусочку, к нашему камню и является лучшей заточкой и легче точить. Ну, это лично мое мнение. Мне так лучше. Значит, берется нож и ложится на наш брусочек именно подводом, тем местом, о котором я говорил. Стараемся поддерживать угол 15-20 градусов. Трудно сказать, конечно, так наугад. Примерно вот так. Где-то на палец. И всегда, когда точится в сторону лезвия. Не так, а в сторону лезвия. И вот такими движениями точится нож. Значит, так, как я точу? Значит, беру так. Раз. Два. Три. Ножик наш не надо сильно прижимать, достаточно немножко прижать, и этого достаточно. Буквально немножко я поточил, и уже, как видите, даже просвета не видно. Вот здесь был забой, просветы были.
уже, как видим, не видно. Так сильно. Чуть-чуть есть, но слабо. Еще одно замечание. Когда точим нож, вот так не делаем. Допустим, 3 раза в одну сторону, 3 раза в другую сторону. Точите всегда вот так. 1 раз в одну, 1 раз в другую. 1 раз в одну, 1 раз в другую. 1 раз в одну, 1 раз в другую. Я вам показывал, немножко по-разному тут, и уже я нож свой наточил. До хорошей остроты, потому что кромочка очень хорошая, просветов 0. И я чувствую, что хорошо наточил. Режет очень хорошо. Это все можно сделать на брусочке, наточить ножик. А я уверен, что вы таким способом его наточите идеально. Пользуйтесь им очень осторожно, потому что можно порезать легко пальцы. А когда режете ножиком что-нибудь в тарелке, старайтесь самим лезвием ножа, то есть режущей кромкой, не проводить и не резать саму тарелку, так сказать. Потому что она стеклянная или керамическая, неважно, моментально затупится ваш нож. Когда мы смочили наш брусочек, видите, где вся грязь собралась? На брусочке. Даже наша подставочка чистая. Видите, была вот такая сторона. Теперь берется и смывается. Вот и все. Вытерли чистый наш брусочек. Можно обратно положить в нашу подставочку и до следующего использования. Как говорится, я никого не учу, а показываю так, как я точу нож. И я 100% уверен, что это рабочий вариант. И очень быстрый, и дешевый. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.